Привет, друзья! Всем здравствуйте! Сегодня 10 марта 2023 год. Только хотел начать с вами общаться, но вот началась воздушная тревога. Поэтому давайте я подожду, пока она закончится. Вы можете слышать, как звучит сейчас сирена. Вот так. Только хотел с вами поговорить, пообщаться, и начала выть сирена. Так что скоро увидимся. Так, ну что, снова здравствуйте. Наконец-то закончилась воздушная тревога. Пришлось мне немножко поменять маршрут. Хотел прогуляться в другом месте, но ладно, раз такое дело. Это уже вторая воздушная тревога за сегодня. Первая была днем, и вот буквально недавно была вторая. Я решил спуститься в укрытие. В принципе, я так делаю всегда, когда есть возможность, потому что вы сами знаете, что вчера в Киеве были прилеты, были повреждения и по инфраструктуре, и ракеты упали в районе жилых домов, повредили машины. В общем, опасно. Поэтому мне иногда читатели, зрители спрашивают, которые находятся не в Киеве, зачем прятаться, если якобы ничего не падает, никуда не прилетает. Так вот, поверьте, все падает и все прилетает. Вчера вы сами все это видели. В таких случаях лучше спуститься в укрытие, чтобы обезопасить себя. Потому что неизвестно, где может упасть в следующий раз. Вот такие дела. Значит, были в Киеве стабилизационные отключения электричества, но уже все вернулось в норму. С утра у некоторых жителей были проблемы с электричеством. Лично у меня дома ничего не отключали. Так, сейчас на улице плюс 5 градусов тепла, но вы знаете, начинает уже холодать. Как-то днем была очень приятная, хорошая погода, но вот вечером все портится. Улица Бульварно-Кудрявская. Центр города, но такой спокойный. Поэтому решил я здесь прогуляться, чтобы поговорить с вами. Вчера я делал выпуск с торгового центра Ocean Plaza. Кто не видел, можете посмотреть. Очень интересно. Кто любит рыбок, вам понравится. Так. Ну вот, хочу показать улицу. Видите, есть освещение везде. Весь город освещен как никогда. Здесь раньше на этом месте, точнее чуть впереди, был сенной рынок. Ну, его снесли.
И на его месте построили многоэтажные дома. Я вот как раз возле них буду сейчас проходить. Знаете, это хоть и центр, но с таким минимальным количеством людей. Мне кажется, вся основная аудитория любит гулять на более популярных улицах. Здесь уже не так много и ресторанов. В основном аптеки. Как-то аптек в этом районе очень много. Но правильно, надо всех вылечить, как вы считаете? Ой. Кстати, в Киеве уже собрали подписи 6000 человек, петиция, чтобы уменьшить комендантский час. Люди предлагают сделать комендантский час с 12 часов ночи. Сейчас в Киеве комендантский час начинается в 11 часов вечера. Ну вот 6000 голосов уже собрали, поэтому будут рассматривать. Я думаю, ближе к лету все-таки будет это принято. Потому что увеличится световой день. Сейчас в Киеве начинает темнеть в 6 часов вечера, закат в 6. А вот давайте здесь перейду дорогу и как раз покажу место, где раньше был сенной рынок. Я думаю, старшее поколение Киева его помнит. А вот шаурма. Ой, стандартная 110 гривен шаурма. Кстати, тут же открылся такой новый супермаркет. И вот большой жилой комплекс Ярославьевград называется. Люди еще с цветами гуляют. Мне кажется, некоторые продолжают праздновать 8 марта. Так, я хочу перейти тут дорогу. Сейчас подождем, пока проедут машины. Вот красивое кафе хочу показать. В таком старинном стиле. Люди сидят, отдыхают. На такой на французский манер сделано. Уже и десертики есть. Я уже заходить не буду. О, вот и цветочный магазин. Я думаю, они 8 марта сделали кассу неплохую, потому что тюльпаны в Киеве стоили от 40 до 60 гривен, но в основном 60 гривен за одну штучку. То есть букетик приличный. Обошелся бы в кругленькую сумму. Сегодня пятница. Ну такая, знаете, спокойная, недвижовая. Я думаю, на выходных на улице людей будет побольше. Завтра я пойду на ярмарку, сделаю обзор, посмотрим на цены и что сейчас продают. Я знаю, в Киеве уже появилась клубника. Я видел ее на прошлой неделе. Мне интересно, какая сейчас ее цена. И вообще, что сейчас предлагают. Ну вот такая у нас сегодня спокойная прогулка. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Всем мирного неба. Берегите себя. И всем пока.